Ой, четверг уже. Такой день. Ни туда, ни сюда. И не пятница, и не понедельник. О, вот наконец-то удачный компот получился. Даже вот прям чувствуется запах компотный. Пролил. Ну ладно, и вот тут 5 литров. Вчера заливал воду, ровно 5 литров. И еще осталось, значит, котел этот на 6 литров. О, да, он остыл за ночь. Насыщенный такой. Это все-таки смесь получше. Что вот смесь, которая красная цена или какая-то каждый день такая смесь, она затхлая. Удивляюсь, как не запретят до сих пор компот. Это же удовольствие очень сильное. И зависимость может быть запросто. Вредные последствия для здоровья. Там же сахар. Будет чего пить компот. Ну и диабет и все это прочее. Нет, надо подумать о том, чтобы запретить компот. Люди собирались в тайне, варили, опасаясь, что сейчас ворвется наряд и всех их скрутит. Делились впечатлениями, а я вот из яблок сварил, круто, я из клубники, какие-то форумы, куда так просто не зайдешь, где бы описывались способы приготовления компота, способы употребления компота, охлажденный компот, компот со льдом, газированный компот, и все прочее. Нет, это, конечно, большая недоработка. Мы должны радоваться пока тому, что не запрещен компот. А в будущем все может быть. Как-то читал я фантастический рассказ. Там описывается путешествие во времени. Как люди прилетели
какое-то время в далекое будущее. Вот, а там все по-другому. Они вышли из своего аппарата. Ну, и один достал шоколадку и съел ее. Причем на глазах у всего народа. Ну, его сразу же задержали. Он что такое, в чем дело? Оказывается, в том обществе, ну, еда считается запретным, так сказать, наслаждением. Ну, как у нас наркотики, там, типа, вот такое. Вот, и публичное употребление еды — это вообще как бы криминал. Так они все питаются какими-то растворами, там, внутривенно, вводят там глюкозу и всякие другие физраствор, какие-то питательные составы. А вот так, чтобы внутрь пищу принимать, это нет, это только высшее руководство, и то они как бы втайне от народа едят, там у них специальные повара. Ну, как в блокадном Ленинграде было приблизительно. Вот. А так народ весь на растворах пищевых. Вот. Зато всякие наркотики разрешены принимать, что хочешь, сколько хочешь. Вот. И это там считается обычным делом, и никто на это внимание не обращает. Так что любой сюжет, если так глубоко копнуть, он, в принципе, кем-то уже разработан, в том числе и такой. Много есть подобных сюжетов, когда что-то для нас обыденное переворачивается. Как-то наоборот, вот там что-то шевеление какое-то. Мышь не залезла мне в ведро. Там масло хранится сливочное и хлеб для верши. Вершу я вытащил вообще, только мелкая рыба попадает туда. Ну понятно, весной как бы еще мальков нету этих, есть крупные рыбы, красноперки. Они и входят в вершу. А сейчас этих мальков, видимо-невидимо, они спокойно через ячею проходят, пожирают там весь хлеб, и крупные уже просто незачем туда идти, получается. Вот, масло, станция молочная называется. Блин, из чего они его там делают? Но там явно много растительного жира. Но такое прям жидкое, чуть-чуть вот теплее становится, прям вот растекается. Сволочи. Вот хочешь купить хорошее масло сливочное, готов заплатить, все. Но его нет. Либо с растительными жирами, либо с какими-то там кокосовыми, пальмовыми, еще черти какими. Но вот чтобы именно сливочное масло нету. Даже пусть дорогой, какой угодно, все равно это смесь всякой дряни, жиров там различных. Ну там есть сколько-то сливочного масла, но вот где вот оно вот чистое, может на рынках каких-то. Да и то там тоже с маргарином намешают. Ой, все-таки вот это большая боль, печаль, что нет у нас нормальной еды, нету. Ни за какие деньги. Все равно какая-то дрянь. Хоть в том, хоть в всем аспекте, но дрянь. Единственное, что можно есть, это вот сырые овощи, крупа. Все. Даже уже такие вещи, как огурцы, помидоры, и те пластик сплошной. Рыба перемороженная, высохшая вся. Что есть непонятно. Хорошо люди живут. Вон там ненавидят все москвичей. Вот москвичи.
А что, вот я виноват, например, что я родился в Москве? Я не виноват в этом, я не выбирал. Так вот обвиняют москвичей. Ну, понятно, как бы, есть в Москве много людей, как бы, амбициозных, которые всеми правдами и неправдами лезут там по головам. Что-то там добиваются, покупают квартиры, машины, дома, еще что-то. Наглые, амбициозные, беспринципные, гнусные, в общем-то, люди, которые только вот этим озабочены своим благополучием материальным. Полно. Но они в Москву-то приезжают со всей страны. Коренных москвичей очень мало. Приехал в Москву человек, и уже все. И по таким вот людям, по таким хапугам и наглецам делается как бы общая оценка всех там москвичей. Нет. Я родился в Москве, и родители мои тоже в Москве родились. Вот. И какая в том моя вина? Вот. А обвиняют люди, которые думают, что вот мы, живущие в Москве, потребляем весь там продукт, который для них предназначен, а они из-за этого там вся в провинции живут в нищете. Но это неправда. Может, там кто и потребляет, но это не простые люди, вот такие вот, как я, которые ни каким правительственным там или каким-то прочим структурам, банкам там, корпорациям не имеют отношения. Я обычный простой человек, хожу на работу, за небольшую, в общем-то, зарплату работаю, тяжело работаю, никаких излишеств себе не позволяю. Не то, что там икрой в туалет хожу. Нет. Вон, капусту ем, гречку, рис, лук. Никаких особых излишеств у меня нет. Живу себе и живу. За квартиру приходится много платить. За многие другие вещи все дорого. И при этом пойдешь в магазин, а там дерьмо одно. Дерьмо. Во всех этих пятерках, авоськах, магнитах и прочих вот магазинов для такого класса, как я, не для сверхбогатых людей, которые там подороже ходят в магазин. Там говно. И даже в более дорогих, то еще надо поискать, во всяких перекрестках, там Спар и прочие магазины более высокого уровня. Еще надо поискать, чтобы купить какую-то еду не совсем отвратительную. И при этом страшная загазованность, воздух грязный, вонь, постоянный шум, гул, с утра до ночи машины. Едешь в метро, там толпы народу. И такого народа, что, в общем, во сне приснится, неприятно будет. Ой, тут все проливается. Какие-то там хари едут абсолютно зверские. Вся Средняя Азия, все там ближнее, так сказать, зарубежье. Я ничего не имею против. Я ко всем национальностям отношусь спокойно, но, блин, ну когда просто Вавилон такой, это... Вот. На этом прелести жизни в Москве. Какие, вы скажете, ну там театры есть какие-то, там музеи. Я очень редко хожу в театры и музеи. Есть или нет их, мне, в общем-то, честно сказать, все равно. Вот.
А у людей там, скажем, живущих на Дальнем Востоке, есть рядом море, а там всякая рыба, моллюски, кальмары там, что угодно. В лесах там ягоды, грибы, в реках рыба хорошая, какие-нибудь таймени там, хариусы. И вот говорят, вот москвичи, да. Москвичи вон собирают целый год деньги, чтобы полететь куда-нибудь на Байкал. Или тот же Сахалин, или еще куда. А люди там живут, ну и красной икрой там собак кормят. Или там тот же Кольский, тоже икры полно. Рыба красная. Там не то, что у нас продается выращенная какая-то там в садках или из Армении там какая-то форель. А там настоящая дикая рыба красная. Продается совсем другой вкус у нее. Ну да, конечно, на северах там с освещенностью плохо. Люди там все-таки тяжело себя чувствуют, потому что 9 месяцев темно, холод, лето короткое, в августе уже холодно, в июне еще холодно. Ну хорошо, возьмем юг, пожалуйста, помидоры, дыни, арбузы. Ну да, я понимаю, конечно, там свои нюансы, как и на Дальнем Востоке, вот этот криминал, всякие там бандиты, Кущевка. Ну это и везде, в Москве тоже немало всякой сволочи, агрессивной. А взять тот же Кавказ, минеральная вода, прекрасные продукты, сыр, воздух чистейший, горы. Это просто вид, выходишь с утра, и вокруг тебя горы. Орехи, пожалуйста, там всякие грецкие, пеканы, еще какие. И везде есть. Я уж не говорю про Якутию. Это вообще целая страна. Там что только нет. Там и все полезные ископаемые, и нефть, и газ, и золото, и алмазы, полиметаллы, всякие редкие металлы. При этом еще и бесконечный, скажем, ну, почти бесконечные объемы леса и всего, что связано с этим лесом. Пушных зверей, всяких там дичи разные, рыбы в реках, птицы, ягод и грибов, я уж не говорю. Величественные природные объекты. Даже река Лена, например. Мне довелось, посчастливилось ее увидеть. Правда, замерзшую зимой, как осенью. Но это чудо света, это, ну, мощь и величие несравнимое ни с чем. Ну, я видел Нил, допустим. Амазонку, к сожалению, не видел, и, наверное, уже в своей жизни не увижу. Или там Оренока какой-нибудь, или другие великие реки. Но вот то, что видел Лену, это я благодарю Господа. Благодарю. Потому что такое увидеть, это дорого стоит. Самолет поднимается в небо, а там в Якутске безоблачное, как правило, небо. Особенно зимой. Ну, в холодную пору. И вот сколько видно, вот в одну сторону и в другую, это лента реки. Здоровая такая, мощная. С огромной высоты. И она уходит за горизонт. 1000 километров длиной, великая река. И столько всякого богатства. А все в Москву, Москву. Ну, что тут хорошего? Это, да, можно где-то там заработать, в каком-то офисе работать, да, получать зарплату больше, чем в среднем где-то там в областях. Но цена-то этому что? Жизнь мучительная, очень неприятная, среди грязного воздуха, некрасивых пейзажей, злобных и бескультурных людей.
перепитание отвратительного качества продуктами. Ну это что, стоит этому завидовать? Стоит ненавидеть москвичей за это? Не знаю. Пожалеть стоит, что вот угораздило их родиться в городе вот таком вот, с такой вот судьбой исторической. Ну, он Питер, например, как культурная столица. И действительно, там приезжаешь туда, там чувствуется другой уровень культуры и в общении с людьми, и в целом, ну, там есть у них, конечно, свои нюансы, там есть. То есть тоже некий снобизм, что мы вот там типа действительно там вот культура, а вы все там Москва, деревня. Ну это понятно, это как бы такой элемент противостояния какого-то. Ну, редко кто может избежать самовозвеличивания. Думаю, это свойственно практически любому городу. Там в Осташкове наверняка есть такие мыслители, которые считают, что вот Осташков это, да, а Москва, Питер, там Балагой, это все так. Вот. Но в целом в Питере, если не брать во внимание, ну, природные условия, влажность большую и, ну, тоже северное расположение, вот, то в целом и с точки зрения визуальной, как бы архитектурной, с точки зрения культуры людей, в общем-то, Питер выигрывает. Ну, конечно, возможности для туризма, для жителей Питера намного больше. Под боком Карелия. Сел на электричку, и ты уже на какой-нибудь реке, на каком-нибудь озере, таком хорошем. Сплавился туда-сюда, потом сел обратно, приехал. В общем, Питер это для водного туризма, это, можно сказать, столица водного туризма. Не зря там столько всяких фирм, вот та же самая фирма снаряжения, там Триал Спорт, еще какие-то там множество фирм, делающих снаряжение туристическое, водное там. Ну, Питер, естественно, славится культурой, в том числе музыкальной. Не зря вот весь советский, можно сказать, рок оттуда происходит, рок-клуб, там и все это. Доводилось мне бывать даже в Питере, как в этой котельной, где Цой работал. Да, то есть традиции вот такие вот там тоже существуют. Но Москва, что Москва? Та Москва, которая была, которую я помню, ее нет. Это был, в общем-то, уютный город. У меня около дома росли грибы. В лесу можно было встретить белок и даже зайцев. Мы собирали в лесу яблоки и ели, никто никогда не травился, ничего. Было такое время, но потом с ростом, так сказать, транспорта, количества машин, вообще всей вот этой активности, экология очень сильно ухудшилась. Никаких тебе грибов, яблок, если соберешь, можно в больницу попасть. Ну, зайцев, естественно, нет. Хотя вот в лесу мне доводилось видеть даже уже вот в недавние времена. Но это все ладно, грибы, там зайцы. Очень изменилось население. Вот это массированный наплыв людей, желающих как бы пробиться, что-то достичь там любыми путями. Он изменил саму суть города. Это
Злой город. Злой, жестокий, агрессивный, озлобленный, недружественный человеку, недружественный. Везде может столкнуться с хамством, с ненавидящим взглядом каким-то, со скрежещущими зубами, с перекошенными лицами. Это, ну просто вот любая поездка в метро, она наводит на очень негативные мысли. Вообще про природу человека как таковую. Что только не доводилось мне видеть во время поездок в метро. Я много лет езжу каждый день. Какие отвратительные сцены там часто наблюдаются. Да и просто, вроде ничего не происходит. Вроде ничего не случается. Вот едешь, смотришь, думаешь, боже, но почему? Ну почему люди настолько вот, ну, как-то то ли не следят за собой, то ли их внутренняя природа проявляется наружно. Ну, такие хари, извините меня, такие морды, это не лицо, а мурло. Просто вот какие-то, ну, звероподобный народ едет, вот не знаю. Может, с утра еще не проснувшись, а вечером замученный после работы, как бы не до улыбок, не до веселья. Но в других местах, в том же Питере, вот такого нет. Там тоже мне доводилось ездить в метро. Мне много где в метро доводилось ездить. Я и в Париже ездил в метро, и в Вене, и в Ереване ездил в метро. Где еще? Не могу сейчас все вспомнить, где я в метро ездил. Но много где. Но вот метро Москвы — это мрачнейшее место. Не по архитектуре, не по устройству, а по тому, так сказать, населению человеческому, которое там ездит. И завидовать этому я бы никому не советовал. Потому что люди, которые думают, что они приедут в Москву и там хорошо устроятся, и будут жить припеваючи, есть одну икру, очень сильно ошибаются. Это город переварит их и превратит вот тех людей, которые едут с кислыми харями в метро. Вот и все. Конечно, я понимаю, что жить в провинциальных городах, где нет работы, где всех все знают там про всех, тоже по-своему тяжело. Ну, в общем, это дело выбора, но человек должен осознавать, на что он идет. Что счастье не гарантировано, а скорее наоборот. Это злой город, злой. Да, пока нет ветра, надо съездить, попробовать порыбачить немного. Что-то с рыбалкой в этот раз не заладилось. Одну только я поймал хорошую щуку. Остальные все мелкие, в основном я их отпускал. И там вот 2 штуки сварил, не очень большие. Окуня одного поймал. И все. Ну и на верше вот этих мальков, которые ни о чем. Жильцов. Тоже, на жильцов тоже ничего не клюет. В общем, с рыболовной точки зрения поход, ну так себе, не очень, не вау эффект, так скажем. Ну это меня и особо не беспокоит. Ну, не поймал, так и не поймал. А поймал хорошо. Еда есть у меня. Вот размышляю, что сегодня готовить. Может, макароны опять приготовлю, не знаю. Опять же, кастрюля занята под уху. Чем их готовить? Может, с муки что-нибудь попробую сделать.
Не знаю даже, может какие-то блины или что-то такое. В общем, пока в голову мне это не пришло. Яйца еще есть. Могу яичницу сделать. Хотя я люблю, конечно, яичницу с чем-то, там, с картошкой, с рисом. Это, ну, как бы, картошка кончилась. Вон морковка есть. Вот такая вот. Искривленная. Ну, там всякие другие тоже. Вот еще. Морковка есть. Можно, конечно, яичницу с морковкой сделать. И, кстати, неплохое блюдо. Пожарить морковь. Потом туда яйцо. Вот, а так... Ну, и морковь еще, в принципе, для риса может пригодиться. Лук еще. О, лук у меня еще остается. Надо посмотреть, сколько лука. Может, с луком и морковью. Ну, в общем, это я решу. Я не голодаю. Вот печь. Она кормит, поет. В основном кормит, потому что поет либо костер, либо газовая горелка. Потому что я чай, компот делаю. На печи чайник там, он, ну, вскипает, но это как бы не основная задача печи. Вот, почти 2 недели. 1 баллон газа. 1 баллон. А я их 3 взял. Потому что только чай делаю. Утром чай. И вечером чай. И вот так вот на 2 недели хватает 1 баллона газа. Я боюсь, он весь даже не израсходуется. Вот, так что я думал еще брать, не брать газ. Типа, ну что у меня будет печь, там костер, да еще и газ. Оказалось, эти все 3 источника тепла, они очень хорошо друг друга дополняют. Печь, на ней готовить что-то такое, что долго варить, тушить, там еще что-то. Костер — это большой котел, компот. А газ — это чай. Быстро, 3 минуты раз включил, он вскипел, заварил, все. То есть большое удобство. Ну, конечно, печь — это номер 1, потому что, во-первых, не требовательно к дровам, не надо и вот такие вот искать здоровые какие-то стволы, чтобы там нормально горело. Нет, любые шишки, ветки, что угодно. Набить, главное, туда побольше, и все. Ветер, не ветер. И только лучше, когда ветер раздувает там все. Регулируется сильнее, слабее. Рядом стоишь, готовишь, никакого ни жара, ничего. Ну, есть от него тепло, но это не то, что от костра такого, что не подойдет. Вот. Печь — это в лесной зоне, где есть лес. Это устройство номер 1. Летом, зимой, неважно. С такой печью можно тут все лето прожить. Без дополнительного топлива. Вот только на лесном. Я весной вот без газа ездил с одной печью. И чай там заваривал, и все нормально. Весной. Не летом. Тогда холодно было. Вон там птицы. Вот, а сейчас надо лодку поддуть, да сплавать, попробовать порыбалить там немного. Может, что поймается интересное. Но уже у меня как-то надежды особо нет. Наверное, вот большую щуку я во второй же день выловил. И все, а дальше только маленькие остались. Ну, кто их знает. О, солнечные батареи, пора переставлять. Все, пора переставлять. Солнце уходит за деревья. День в разгаре. 1 дня, наверное. Жарко. Так, надо посмотреть солнечные батареи. Как они
На солнце? Нет, вот это ушла с солнца. И это ушла. Придется сейчас переставлять. Какой-то там баркас едет. Выловил сегодня окуня. Утром, когда плавал. Упал вкладыш в спальник. Ветром его сдуло. Сушится тут на веревке все. До сих пор дымится уголь один. Причем я его даже водой поливал вечером, немного так, чтобы дрова не расходовались. Но на сегодня еще есть дрова. А на завтра посмотрим. Сварил. Вчера щуку сварил, выловил это мясо, обжарил на сковороде. И решил укрепить уху. Добавил туда еще щуку и окуня. Вот. Готовится. Плавал, пока ловил рыбу, забыл набрать воды там посреди озера. Сейчас, наверное, еще поплыву. Наберу водички, потому что надо чай заварить. Ну, у меня еще компота, вон, почти 5 литров. Вчера все-таки нашел все силы, сварил компот. Хороший получился компот. Очень такой насыщенный. Вот что значит смесь. Смесь смеси рознь. Сейчас видел, приплывали туристы на сабборде. На вторую стоянку приплыли. Я уж трубу достал. Думаю, сейчас посмотрю, кто там, что там, как они будут мудрости набираться. Там вот, на том берегу. Но не тут-то было. Они что-то посмотрели, развернулись и уехали на сабборде на этом. Вообще странное плавсредство, не понимаю я. Ну, для чего-то нужно, наверное. Вот, они уплыли, и смотреть теперь больше не на кого. Но я смотрю вот еще вот тут на птиц. Трудно вот их заснять, они то появляются в кадре, то исчезают. Вот здесь вот утки ныряют. Я вот сижу, смотрю за утками. Там и подальше какие-то птицы. Birds watching. Практикую. Вот, интересно. И тут птицы есть всякие. Много хищных птиц. Ну, они в небе кружат, их не особо увидишь. Чайки, ну этих полно. Водоем. Утки самых разных видов. Такие утки, сякие. Которые процеживают воду, которые ныряют там. Вот я смотрю через трубу. Повадки их изучаю. Конец августа. Так вот завершается лето 2022 года. Такого вот года. Палатка. Спиннинг стоит. На этот спиннинг почти не ловлю, только вот в первые дни ловил. Без толку, потому что в лодке короткий спиннинг удобней. А так все одно и то же. Ну, конечно, помягче такой, он упругий. Тот жестче спиннинг. Ну, тут не важно. Тонкая снасть стоит. Маленькая блесна. Может, потому и мелкие щуки ловятся. Но нет, я уверен, дело не в этом. Просто здесь их очень много. Именно такого размера. А большие, они где-то в другом месте просто находятся. Ну, одну-то большую я поймал. То есть они, в принципе, есть. Ну, неважно, уже осталось не так много времени. Если поймаю, то и поймаю. А нет, так нет. Мелкие, вон, всякие окунь там тоже ловятся. Все это я варю. Вот сейчас варится, вываривается там все.
А что интересно, щука вареная, но после того обжаренная на сливочном масле, это прям деликатесное блюдо. Настолько нежное, вкусное. От этого нет болотного запаха совсем. Наоборот, такой вот сливочный от масла. Нежный аромат. Ну, яичницу поел. Хорошо, в общем, так подкрепился с утра. Ну, как утро. Это у меня первый прием пищи, скажем так. Завтрака, обед. Вот в 11-12, ну, вот в такое время. В следующий раз я буду есть уже где-то в часов 6-7, и это уже все с концами. Второй прием будет пищи. После этого в ночь, в сон. Ну, то есть не прямо сразу после еды я пойду спать, а буду еще тут колобродить, барагозить тут по-всячески до часу ночи где-то. Тут уже стандартно такая система, что до часу ночи я бодрствую, просыпаюсь где-то в 7, ем в 11, потом в следующий раз около 7 вечера и опять час засыпаю. То есть вот такой вот распорядок дня странный. Ну, правда, в течение дня я могу часок поспать, там вот полежать на коврике. Продукты еще есть. Электричество, ну так, как бы не очень, но заряжаю. Вот сейчас переставлю батареи на свет. Заряжал вчера телефон напрямую от батареи в выключенном виде. Ну так, процентов до 70 он зарядился. Вот. Хорошо все. Тьфу-тьфу-тьфу. Тихо, спокойно. Отдых, блаженство. Никакой спешки. Именно вот так вот и надо релаксировать на природе, очищать свой организм правильным питанием, воздухом, отдыхать. А это у меня в бутылке, не подумайте, у меня как бы с собой алкоголь я не брал. Это я здесь нашел. Какая-то настойка. Вот. И эта вода используется в технических целях. Там вода из озера туда набирается. Вот. В туалет, когда хожу, беру с собой бутылку эту. Лопату и бутылку. Вот и все. Ну, по тяжелой нужде тогда. По малой не беру. А также, когда вот где-то угли какие-то, что-то подзатушить. Ну, вот для таких нужд, в общем, вода такая вот набранная возле берега. Не для пищевых, как бы, целей, а такая техническая. Ну вот, поскольку этой бутылки был такой сделан клапан там своеобразный, я, в общем, раскалил железную проволоку и прожег его, чтобы набиралось, как в обычную бутылку. Алкоголь я, походу, не беру. И не пью его и вне походов. Вообще, в принципе. А жаль, конечно, что не заселились они на вторую стоянку. Туда вот. Было бы веселее, интересней. Ну, а с другой стороны, тишина и покой тоже очень нужны для отдыха нормального. Тишина и покой. Еда. Ну, то есть ощущение сытости, тепла, безопасности. Вот это отдых. Когда никто не беспокоит, не дергает, не напрягает никаким образом. И так вот 2 недели. Исключительно полезно для человеческого организма. Поехал я, значит,
за водой. Вот что получилось. Оторвалась ручка от этой бутылки. Но это ладно. Я думаю, что я просто так поеду. Покидаю заодно спиннинг. Спиннинг, думал, покидаю. Ну, покидал. О! Опять под 2 килограмма рыбка. Такая вот. На блесну Вильямс взяла. Вон она там видна. Здоровая, мощная, билась. Фрикцион трещал в катушке. Прям все как положено. О, какая. Вот это я понимаю, рыба. Что с ней делать? Ну, буду жарить, наверное. Жарить, скорее всего, буду. Ой, зубами еще щелкает. Злая. Вот такая вот рыбка. Вот, просто так сплавал среди дня. Сейчас около 3 часов. Тут почему-то вот я заметил, что сейчас, в августе, они берут утром и днем хорошо, а вечером вообще клёва нет. А весной был клёв как раз ближе к вечеру. Вот странная жизнь рыб. Ну, такая щука, это, я считаю, нормальный такой улов. Вполне себе достойный. Сейчас буду выпутывать ее. Вон она, больше пенька. Жирная. Как ее оттуда выпутать? Такую огромную. Вся тут от блесны-то она уже хитрая такая освободилась. Вот посмотрите. О! Вот это я понимаю, рыба. Что надо, рыба. Уть! Куда? Твоя участь предрешена. То есть вот она, ну, больше, чем, ну, рука с кистью. Вот это, я считаю, таким надо брать. Хвост и голову я отрежу, середину пожарю, а это все там сварю. Будет уха тройной варки с такой рыбы. Уть! Куда? Куда? Нет. Поплавала, все. Пришло твое время. На пользу пойдешь. Качество пропитания. Ты-то вон сколько рыб сожрала. Вспомни. Много рыб, правда же? Они что же не хотели? Ну, теперь твоя очередь. Так вот все... Так нам всем суждено. Ой. Ой. Так, теперь бы блесну выпутать. Она там запуталась. С какой стороны еще понять? Угу. Ну вот эта сетка полегче от нее выпутывается. Потому что в сами нитки не впивается крючок практически. Вот и все. Вот блесна Вильямс. Вот эта блесна очень хорошая. Поводок, кстати, флюорокарбоновый. Вон она пыталась грызть. Погрызла флюорокарбоновый поводок. Но ничего не вышло. 0,4 поводок. Вот такую она перекусила на раз. У нее очень острые зубки. И шнур этот она... Так, что тут у нас происходит? Путается шнур. Очень острые зубки у нее, значит. И где-то тут он... Вот, и она шнур перерезает только так. Он мне чистил сегодня. И она зубами-то своими, уже не живая, когда была, порезала палец. Вот ловлю на вот такой вот маленький спиннинг. Ой, жарища. На маленький спиннинг ловлю. С лодки самое то. Раскладной он, телескопический еще к тому же. То есть такой travel спиннинг. Маленькая катушка 1000-я. Вот. И можно такую рыбину нормальную вытащить. Это еще не предел.
Потому что сачок есть. Рукой бы я ее никогда бы не вытащил. Это не в жизни. Ну что ж, приступим к разделке щуки. Ой. Первым делом ее надо будет очистить от чешуи. Ну, потом порезать. Ну, конечно, предварительно надо избавить ее от мучений, потому что вскрытие будет проводиться. Ничего приятного в этом нет. Мы же не мучители какие. Делается так. Можно просто палкой ударить, а можно ее об пенек ударить, чтобы она не мучилась уже. Вот и все. И уже страданий нет никаких. Вот. Тут вот так. Ну и начинаем чистку. Как говорится, рыба гниет с головы, а чистит-то ее... Чистку надо проводить прям сразу, как поймана. Потому что иначе чешуя прилипнет. Чем быстрее, тем лучше. Потом, когда она уже почищена, ее можно хранить спокойно. Это рыба, я понимаю. Достойная рыба. Надо чешую жарить. Вот хвост и голову я варить буду. Видишь, кряхтит там что-то. Везде надо почистить плавниками. Видишь, хрипит. Не везде отходит легко. Она где-то как в кожу вросшая такая есть. Ну вот. Щука это не окунь. Она чистится относительно просто. О, теперь надо сполоснуть. Так, пошел прям. И щуку саму ополоснуть. Вот почему я тут и не набираю воду. Потому что рыбу тут чищу. Фу. В рот попало. Вот. Ой. Теперь будет самое интересное. Потрошение рыбы. Потрошение будет. Так, Жек-потрошитель. Ну вот вечер четверга. Сегодня поймана щука здоровая была. Погода как-то хмурится, портится. Вот на маленький спиннинг была поймана. Вот такое небо суровое. Даже дождик проскальзывал такой небольшой. Я убрал солнечные панели.
Эх, телефон зарядился совсем не сильно. А вот здесь вот голубое такое небо. Не сильно зарядился телефон. Powerbank получше вроде. Как-то зарядился. Вот там вот солнце. Все-таки много интересного можно через трубу увидеть. Каких только чудес не увидишь. За птицами наблюдал. Ну вот, что интересно еще, у меня со вчерашнего дня, как я вчера сжег костер, один маленький уголек остался. И он весь день сегодня тлел. И вот сейчас вот погода стала такая, так себе. Я взял, передвинул к нему вторую палку, поленце небольшое. И вот через 5 минут разгорелся огонь. Ну что ж, значит, сегодня раньше костер будет. Значит. А так на печке я приготовил эту рыбу, ухи наварил. Причем 3 раза варил. Вчера вечером, потом сегодня днем и еще сегодня во второй половине дня. Вот такая получилась уха. Во. Столько там рыбы. Это я потом все выловлю и обжарю на масле сливочном. Мне понравилось вареную рыбу обжаривать. Такой вкус очень своеобразный. Вот, все я убрал, что боится воды. Палатку в штормовое состояние перевел. Радио даже убрал. Ничего, послушаю потом. Если дождя не будет. Вот надо еще убрать полотенце и плавки. Хотя, конечно, ничего не будет. Они как намокнут, так и высохнут. Вот сделал еще для бутылки, которая оторвалась, сделал рукоятку. Такие вещи приходится иногда делать. Ну и вот видно, ветерок какой раздувает. Сейчас пойду попробую принести большой ствол, чтобы пережечь его сегодня. И завтра были такие удобоваримые куски, как вот те, которые там лежат. Вот. На все это время мне хватило 3 ствола. Даже, наверное, останется еще. Причем я особо себя не ограничивал в разжигании костра. По 5 часов горел он вечерами. Ну, просто вот такая древесина, береза вот эта гнилая, она не столько пылает, как вот, тлеет, угли там. Потому что когда вот ветер дует, да, она разгорится. Потом опять. Ну и нормально, в общем, чтобы тот же компот сварить. Просто посидеть, погреться. Не надо сильного огня. Вот, ну какая красота через ветви. Вот эти вот еловые. Солнце пробивается. Ветер такой освежающий, потому что днем было жарко. Так вот тягостно. Безветренно. И тут такой ветер. Вот озеро. Залив этот. Вот он по кругу идет вокруг острова. Там вот солнце. Никого нет. Никого. На второй стоянке тоже никого нет. Горит костер. Благолепие. Все хорошо.
печь. Очень полезная в походе печь. Без печки бы этой... Ну, конечно, я бы справился бы, наверное. И на костре бы, и на газу, и как-то еще. Готовил бы, конечно, естественно. Но с печью это просто супер удобство. Шишки, палочки. И вот, пожалуйста, обычная плита на 2 посудины нормальных. Труба вроде не забивается. Но это, видимо, еще зависит от того, какие дрова. Береза и еловые сосновые шишки. Ну, вот тут вот я лежу, отдыхаю. Во время жары прям лежал, думал, удар сейчас будет тепловой. Ну, компотика попил, вроде полегчало. А сейчас уже вечер, прохлада. В общем-то, скоро и спать. Эх, ну вот, четверг и прошел. Остается только пятница и суббота. И все. И покидаю я это гостеприимное место, этот остров. Ну вот могу сравнить. Был я тут весной, в мае, и вот сейчас в августе. В чем разница? Ну, конечно, количество народа. Весной никого нет. Тихо, спокойно, все свободно, все стоянки. Где хотите, там вставайте, никто не потревожит. Холодно, народу нет. Второе – это жизнь активная на озере. Лягушки, птицы, все пищат, поют, квакают. Всю ночь концерты лягушек весной идут. Птицы так и заходятся в своем пении, соловьи поют. Когда теплая весна вот была, ну не в этом году, а в прошлом,
цветение мощное, яблони цвели. Я даже не ожидал, что здесь есть яблони, оказывается, есть. В общем, весной вот свой как бы особенный колорит. А в августе темные ночи. Вот сейчас вот около 11 часов уже тьма, звезды видны. Тишина. Птицы не поют, лягушки не квакают. Лов рыбы тоже отличается. Вон там утки где-то закрякали. Весной вечером щука берет хорошо. И на вершу крупные красноперки ловятся. Сейчас она берет утром и днем. Вечером вообще как отрезала. Ни разу у меня не клевала вечером. Красноперки только мелкие, какие-то там вообще, видимо, мальки пожирают всю приваду. Хлеб белый сжирают. Может, надо было черный ставить? Как бы он такой пожестче, серьезнее хлеб такой. И уже матерые рыбы только идут на черный хлеб. А мелочь всякая только на белый. Может, тут я как бы ошибся, не знаю. Это трудно сказать. Но вершу я вытащил, что-то мне надоело ее ставить, вынимать, и ничего туда не ловится. Где-то придется припрятать ее. Может, даже закопаю. Может, здесь на острове, на этом, в каком-то месте. Что в следующий раз, если приеду весной, поставить вершу. Может, не ту приваду туда. Что-то другое, кроме хлеба, надо класть. Кто его знает? Может, специальный корм вот этот вот для рыб, шарики там всякие. Но опять же, там ячея, провалится все. Хлеб надо. Вот я 3 батона взял, и толку немного с этого. Живцы там какие-то, на них тоже ничего не поймалось. Но зато вот на спиннинг ловли есть. Сегодня крупную щуку поймал. Ну, наверное, от 1,5 до 2 килограмм такая весом. Весов нет, но больше вот руки с ладони. Вот настолько там, наверное. Такая где-то щука. Ну и толщина. В общем, почистил голову, хвост. Отрезал от нее. Середину пожарил. Ну, правда, на растительном масле. Думал на сливочном. Потом думал, ладно, на сливочном я буду вареного жарить. Вот. А голову и хвост положил в уху. Причем как было? Вчера вечером небольшую щуку поймал. Ну, она там сильно зацепилась, что пришлось усыпить, в общем, ее и сварить целиком. Сегодня днем поймал тоже щуку. Опять та же история, зацепилась. Уже неоперабельный, так сказать. Ну и окуня. Окуня я всегда беру, потому что это отвар. Вот. Получилось так. Я вчера вечером варил, потом сегодня утром доварил. Вытащил вот то, что вчера варил. Обжарил на сковороде, а в этот бульон бросил еще щуку и окуня. Потом ближе, во второй половине дня поймал большую щуку. Выловил оттуда мясо, какое плавало с щуки и окуня. Выложил туда голову и хвост, еще поварил. И потом все мясо туда обратно положил. Пробовал эту уху. Но я скажу вам, так настолько насыщенная, настолько вкус ее такой полный, такой прям сытный. Ну, очень вкусный. Вот именно уху можно варить несколько раз. Ну, так и делают, в принципе. Говорят, что хорошая уха — это когда, например, берут сначала мелкую рыбу, там всякие ерши, окуней, вот это вот все, мелкие такие рыбы. Их варят, пока они вообще там не разварятся, чуть ли одни кости там плавают, и взвесь такая мясная. Потом все это через марлю фильтруют, пока не получится прозрачный бульон. Потом доводят его до кипения и бросают туда кусочек, скажем, осетрины, либо лосося, там такого хорошего. И он варится там минут 5. И все. И его снимают, выключают. И в результате получается хороший такой цельный кусок.
рыбы благородной. Ну вот, как уже было сказано, осетрина там, либо красная. И очень наваристый сам бульон. Вот это вот классическая уха считается, вот как вот правильно она делается. Ну, там всякие есть нюансы, но общий подход такой. Но здесь то же самое, осетрины нет. Но есть просто щука и окунь. Из них по такому же принципу приблизительно. Вот была сварена очень крепкая уха. Я съел тарелку, прям вообще сытная. Потом съел эту жареную щуку, еле съел. Все-таки мясо там, хоть она и ужарилась, и все, я долго жарил ее там. Мукой чуть-чуть присыпал, посолил, поперчил. Но все равно съесть все это, конечно, было нелегко. Еще голова и хвост и другие части. Вот там вот Сейчас я буду проводить такую процедуру, подготовку к ночевке продуктов. Во-первых, у меня компот есть, а сегодня весь день жара была под 30 градусов. Я думаю, как бы он не начал бродить, сейчас проверю, посмотрю. Но думаю, что его на костре доведу до кипения и оставлю. И то же самое сухой. Подогрею ее как следует и оставлю. И тогда она продержится еще до завтра. А завтра это я все съем. Уху и рыбу там всю эту съем. То есть, в общем, практически каждый день какая-то рыба доловилась у меня. Но большие щуки поймались только пока 2 раза. Во второй день и вот сегодня. Причем какая больше сказать трудно. Может, даже первая была больше чуть-чуть. И все приблизительно в одном месте. Вот. Первая на воблер попалась на белый. Вторая попалась на блесну Вильямс Воблер. Вот и про эту блесну я хочу рассказать. Это простая колебалка. Такой формы овальной. Выдавлен. Ну, как ложка там, что-то типа такое. И у нее такой есть гребень выдавленный. Она посеребренная, блестит очень сильно. Вот даже когда вытаскиваешь ее из воды, кажется, что рыбка там плывет. Вот реально вот впечатление рыбки. Есть серебряные, золоченые. В общем, у Вильямса огромное количество колебалок всяких сортов. Там с глазиком, с камешком, такие-сякие, формы там разные. Ну вот классическая считается Вильямс Воблер. Разных размеров, у меня 40-го размера. Я убедился на своем опыте, что это очень уловистая блесна. Ловил на нее и на озере, и на реке, и на много где. Щука на нее берет. Прям вот четко берет на эту блесну. Да, она, конечно, не дешевая, эта блесна. Даже, можно сказать, дорогая блесна. Но того стоит. Если аккуратно обращаться и не потерять ее где-нибудь, ну, преимущественно с лодки ловить, а не с берега, потому что зацепится, потом как доставать. Вот. Очень советую. Белого цвета, Вильямс Воблер. У меня даже и на фальшивые такие блесны китайские ловилась крупная щука. То есть, видимо, ее форма и как вот она там двигается в воде, вот это оказывает влияние на щуку. Есть и золоченые тоже, вот интересно было попробовать. Но я заметил, что тут, во всяком случае, щука больше берет на белый цвет. Вот на вертушку у меня ловилась, на белую вытянутую блесну вертушку Мепс с таким лепестком продолговатым. Тоже хорошо ловилась. На блесной вертушке с круглым лепестком ловится почему-то очень слабо, редко. У меня ловилась только вот с черным круглым лепестком как-то вот рыба. На желтый, в принципе, ловится. Вот надо завтра на желтый попробовать половить. Ну и воблер вот этот вот белый. То есть триада такая существует щучья. Это колебалка, вертушка и воблер. Разных там сортов в зависимости от ситуации. Очень интересно, конечно, мне попробовать крупные. У меня есть крупные вертушки, здоровенные такие. Но боюсь, что здесь это все об траву зацепится. Надо учитывать, что много травы. Вот. А Вильямс, не жалейте, покупайте. Это блесна уловистая. Реально работающая. Ну, так же, как вертушки Мепс, как бы. Там, что говорить. Вот
Вот работающая эта блесна, она, да. Воблер, ну, их разнообразие очень велико, и кому какие нравятся. У меня так вот как-то вышло, что вот этот вот белый, маленький, дешевый вообще воблер Алиэкспресс, чья он там копия, я не знаю. Не настолько я разбираюсь в этих воблерах. Но тоже очень эффективным оказался. Ловит реально щуку. Что касается окуня, то у меня ловился он как на воблер на этот, так и на вертушку. На колебалку окунь тут у меня не ловился. Я вообще что-то не могу припомнить, чтобы на колебалку у меня окунь поймался. Хотя, наверное, возможно и такое, на небольшую какую-нибудь. На вертушке и на... Еще окунь очень хорошо клюет, как я обратил внимание, на силиконовую рыбку, на неогруженную вот эту вот резиновую силиконовую. Такой как бы свимбейт миниатюрный. В этот раз я джерковый спиннинг не брал, потому что я именно знал, что я буду находиться в таком месте, где много травы, и там это просто мучение будет с этим джерковым спиннингом. Это надо, где вот глубокая достаточно вода, без травы, и из расчета на такую как бы щуку, ну вот это минимум 2 килограмма, а то и более крупную как бы щуку. Вот там джерк. Очень хочу, так сказать, по полной насладиться ловлей на джерк, но это надо другое немножко место. А так пока на обычный маленький спиннинг ловлю. Что могу сказать про поводки? Вот использовал я разные поводки. Очень хорошо могу отозваться о флюорокарбоновом поводке 0,4 мм диаметром. Щука его не перегрызает. Ну так оставляет небольшие там, ну, отметины как бы. Но не перегрызает, не перерезает. У нее ведь как? Она не то что шнур этот грызет, нет. У нее есть маленькие такие зубики и очень острые. Очень прям как стекло острое. Вот я сегодня чистил одну из рыб. Жабры-то вырывал из нее. И там, в общем, пальцем задел за этот зубик. Даже сначала не почувствовал ничего. Потом смотрю, кровь идет. Думал, рыбья кровь. Нет, своя как бы. Понял. Смотрю, там такой разрез, прям вот как бритвой, острейший. Вот получается, что если нет поводка, то она схватила за эту блесну, начинает там биться, и шнур так или иначе вблизи зубов оказывается. Ну и в какой-то момент чирк по зубам, все отрывается. У меня вот одна из щук так проделала прямо в сачке. Уже была в лодке, все там с блесной, с шнуром, все в сачке сидело. Стала головой трясти, я смотрю, раз, и отрезала шнур. То есть он как-то попал туда в пасть, коснулась и все. Ну шнур-то тонкий, 0,132, восьмижильный. Очень хороший шнур, летает, все здорово, тонкий такой. Ну вот, единственное, что я скажу, как-то быстро окраска с него стала пропадать. Любой шнур, конечно, у него окраска пропадает, но что-то подозрительно быстро. Уж не обманный ли это шнур какой-то? Япония, а то мало ли, может, ну, по свойствам вроде как бы, да, благородный шнур. Потому что вот если сравнивать с другими шнурами, то, ну, эффективный весьма. Очень далекий заброс, беззвучно идет через кольца, ровно так ложится все там. Ну, шнур, что надо шнур. Я намотал там, ну, приблизительно столько, сколько могу закинуть с этого спиннинга, ну, чуть больше там. Не всю, конечно, эту размотку. Там 150 метров. Вот, чтобы он не портился особо. Потому что сейчас мало ли что, пропадут эти шнуры. Так что надо запасаться. Блесны тоже, вот видел эти Вильямсы, все, они еще где-то остаются, но новых, они из Канады, вряд ли новые приедут блесны. Я вот думаю, купить тоже еще надо Вильямс желтого.
может с камешком. Интересно. Вот, финский есть блесны, кулсама, там всякие другие. Кстати, мепс тоже есть, колебалки. Вот я никогда не пробовал. А вот Blue Fox у меня как-то не пошли блесна. Вот сколько не пробовал на них ловить, ничего как-то не ловится. Вот у меня вот вертушки мепс, я очень положительно отзываюсь. Ну и также колебалки Вильямс. На какую-то другую рыбу, может быть. Вот, кстати, задумался о другой рыбе. Надо все-таки обязательно удочку испробовать. Не будет ветра завтра, сделаю это обязательно. Попробовать половить тесто. Ну, что еще тут? Если найду насекомых, то на них. А так тесто сделаю крутое, вот такое густое. На крючок-то. У меня есть очень маленькие крючки, прям с поводками готовые. Вот совсем малюсенькие. Потому что такие там крючки самому привязывать, это офигеешь. Там это тонкий поводочек такой. Вот. А они есть, продаются крючки уже с навязанной тонкой лесочкой такой. Вот. Надо удочку оснастить. У меня удочка есть хорошая. 4 метра. Вот, кстати, думаю, как с лодки такой буду удочкой ловить. Удобно ли это? Или, может, к спиннингу снасть поплавочную приделать. В общем, вот размышляю над этим. Хотя уже времени мало осталось. Вот. Ну и, конечно, вот все мечтаю донку. Грузик-то есть у меня. Вот летучая мышь тут проносится. А может, это и не мышь. На земле кто-то пищит. Кто его знает, кто тут. Вон опять. Хомяки, может, какие. То и что похуже. А, нет, это показалось. Я тут раскачиваюсь, и у меня скамейка об бревно упирается. Вот, донку. Тут есть рыбы донные. Очень интересные. А тем более сейчас, вот как есть поверье такое, что ближе к осени налим начинает активность свою проявлять. Ну что ставить? Потроха щуки, ну потроха там окуня. Что туда ставить? Да и как надо же за ней следить, подсекать. Не буду я всю ночь сидеть там на берегу. Комары, холодно, влажно там. Что, просижу всю ночь, а там не клюнет ничего. Нет, конечно, в этом плане вот резинка, это вот вещь. Я помню, мы давно, мы же впервые стали ездить на Селигер еще в 90-е годы. Я впервые тут в 94-м году оказался. Вот, ставили резинки. Ну, а что такое резинка? Это отводится в воду груз, приличный кирпич такой. К нему привязывается резинка. Так что вот ее можно вытащить, и при самом там и большом растяжении конец ее окажется возле берега. И к этой резинке привязывается перемет, грубо говоря. Такой, ну, шнур с ответвлениями, поводки там привязаны, и на них наживка ставится та или иная. Вот, и ловля происходит так, что с берега этот оттягивают сначала, на себя вытягивают, из воды весь этот перемет оснащают, потом медленно отпускают, резинка сокращается и утаскивает это все под воду. Как только клюет что-то, это все начинает дергаться. Ну там, естественно. Причем эта резинка, она и сам подсекает как бы рыбу. То есть она тянет, и резинка, это ее как там, в общем, не надо так уж за ней сильно следить, потому что попадется, так попадется. Вот, лещей ловили на такое. Довольно крупных, кстати, лещей. Угорь тоже может на резинку, на эту, если червей туда насадить. Угорь тоже. Тут есть они. И это, конечно, да, это была просто мечта выловить угря. Многие боятся этой рыбы, думают, что это похоже на змею, но это все глупости. Это деликатес. Вкуснейшая рыба.
В прошлой жизни, в давние времена, я помню, в детстве ел этого угря с картошкой. Где-то родители доставали там изредка. Это был такой вкус. Это просто... Ну, сейчас-то, конечно, тоже, наверное, можно угря купить, но он, наверное, запредельно дорого стоит. И тут вот тоже вот продают копченые эти угри, но это все не то. Угря надо именно вот пожарить свежего. Это деликатесная рыба. Да. Да и налим тоже, конечно, я мечтал бы выловить. А то, что я ловлю? Окунь, щука. Ну, вон там красноперки какие-то, что-то еще было. Уклейки там как-то ловил на удочку. Так, конечно, хотелось бы и сама выловить. И судака, и тех же лещей. Да все, кого угодно, как бы. И новое что-то узнать о рыбах. Вкус изведать новый. Самов-то я ел, и судаков, все это я ел. Я знаю, каков у них вкус. А вот налима, например, я вот не припомню, чтоб налима я ел. Зимой, конечно, говорят, ловят, но трудно сказать. Ну, на донку это все ловится. Рыба очень своеобразная, пресноводная треска. В общем, буду думать, может, в следующий раз действительно, вот опыт с переметом неудачный, как я его неправильно все это сделал. Но опыта еще нет, как бы подход надо иметь, знать, как это делать, вот с лодки, все. В следующий раз я попробую более грамотно и в более грамотном месте поставить этот перемет. Буду думать, как это сделать. Ну, а донки, резину я где-то видел, вроде продается. Вот, что хочу сказать про газ. До сих пор у меня первый баллон газа не израсходовался. То есть почти 2 недели. 2 недели я его использую, чтобы заваривать чай. Ну, правда, больше ничего на нем не готовлю. И там еще остается, то есть 1 баллон газа в таком режиме хватает на 2 недели. Ну, завариваю чай я там 2-3 раза за день. Вот сейчас, может, заварю еще. Ну, точно такой чай, литр кипятка. Ну, там он закипает минуты за 3, но я еще минуту-другую поварю там немного, чтобы запах вот этот болотный ушел. Ну, можно считать 5 минут работы газа. И так 3 раза в день, то есть 15 минут в день. Очень практично оказалось. Потому что на печке это ждать долго, там пока закипит все это, ну... То есть параллельно я кипячу и на печке чайник. У меня что-то готовится, я ставлю чайник туда, он закипит, я его тоже использую. То есть печку я стараюсь использовать по полной, чтобы все тепло, какое там генерируется, оно шло на какие-то полезные цели. На жарку, варку, на кипячение воды. И кипяток, конечно, тоже использую рационально. То есть сполоснул, допустим, термос кипятком, потом им же сполоснул миску, там еще что-то. Так вот, не просто сразу куда-то вылил. Термос тоже очень полезен. Так бы я заварил чай. Ну что, он остыл там через полчаса. А так я заварил литр чая, залил в термос и пью потом долгое время. Горячий, вот до сих пор он горячий, я днем часов 12 заваривал этот чай. То есть тоже экономия энергии идет. А так, допустим, если бы я по кружке чай заварил в какие-нибудь пакетики, там еще что-то, ну это тоже как бы не будешь же кипятить там 200 грамм воды. Зачем? Когда можно литр сразу вскипятить и заварить, и все, и будет чай нормальный. Компот. Ну, кстати, вот этот компот, я могу сказать, что он отдался, этот компот хороший. Вот что такое смесь.
благородная смесь. Не красная там цена какая-то, еще что-то, а индийская какая-то, или, в общем, из индийских специй смесь. Такая она. Открываешь, прям винный такой запах сухофруктов, приятный. Можно так есть. Там и яблоки, и урюк там, что-то еще, всякие там сухофрукты. Вот, этот компот я пил сегодня. Ну, там 5 литров, еще мне столько не выпить за день. Отпиться можно. Вот. Ну, конечно, польза большая для здоровья, компот. Люди думают, что вот, компот там в детском садике, там где-то что-то пьют, там, мол, несерьезно. Дураки. Дураки. Это вот водку там и пиво пить несерьезно. Глупо. А компот — это мало того, что это попросту приятный и вкусный напиток. Ну так это еще и польза. Огромнейшая польза для здоровья. В нем содержатся все вот эти вот полезные вещества из сухофруктов в большом количестве. И витамины, и минеральные там соли, калий тот же. И все вот эти вот пектины там различные. В общем, компот — это целительная жидкость. Ну, конечно, да, сладкий, надо меру знать. Не то, что отпиваться там компотом, что это диабет может получиться, если очень много сладкого, там пользы не будет. Ну, это и любой как бы продукт так. В чрезмерном количестве вреден любой продукт. Но в количествах умеренных, неизбыточных количествах, а как бы таких, каких положено употреблять, компот однозначно целебен. И компота существует очень много. Из чего угодно можно сварить компот. Да. Компот, особенно летом, в жару, вот он постоял ночью 15 градусов, 14 было. Он же, объем там большой, держит долго температуру. Жарищ 30 градусов, выпиваешь кружку компота, и прям блаженство. Просто вот, как будто нектар какой-то, я не знаю. Но он тоже обладает мочегонным действием, как и чай. То есть на ночь много пить компота, ну, не стоит как бы увлекаться на ночь компотом. То мало ли, как в свое время говорили, не сработал будильник. То есть проблема такая была. Ну и сейчас есть у многих, что вот, ну, не срабатывает естественный будильник. И человек оказывается вот в такой вот неприятной ситуации. Ну ладно, дом там, ну да, как бы неприятно, но не катастрофа. А тут, учитывая то, что в спальном мешке приходится ночевать, если в этом спальном мешке будильник не сработает, то, ну, это как бы гораздо серьезнее ситуация. У меня, слава богу, такого не было. Но все когда-то происходит первый раз. Мы не молодеем. Надо и об этом тоже думать. На ночь слишком много не пить таких вот
напитков, которые мочегонным действием обладают. Ну и просто вставать среди ночи, там выскакивать, тоже удовольствием мало. Ну, когда лежишь в спальнике, согреваешься, там хорошо, тепло. И тут чувствуешь, что вот по-любому надо вставать. Куда-то идти, холод, ночь. Ты не будешь же одеваться ночью, вот там полную одежду, все, чтобы выходить. Нет, как правило, я вот в такой ситуации выхожу, ну, как есть, как вот сплю там в голом виде. Даже зимой так делаю. Потому что если недолго, как бы на морозе человек оказывается даже и голый, то это не страшно. Потом возвращаешься обратно в спальник, и все, и согреваешься. Но все равно это как бы прерывает сон, нарушает его течение сна. А это нехорошо. Я уж не говорю о том, когда, если вдруг по серьезной нужде среди ночи неотложная потребность такая будет. О, это, ну, как бы тоже не смертельно, но лучше этого избегать. То есть вот как-то стараться днем все эти дела сделать, чтобы ночью спать спокойно, не вставать, не просыпаться, а уже утром тогда уж это все на утро, так сказать, надо оставить. Вот, костер такой дымящий, не знаю, что с ним делать. Пока ничего не буду делать. Пусть все там тлеет. И так сегодня много довольно сжег там поленьев. Жег такой, думаю, что вот притащил огромное бревно, еле дотащил до сюда. Вот с помощью веревки и палки, тоже вот скажу об этом, веревка и какая-то рукоятка деревянная позволяет тащить исключительно тяжелые бревна. Руками это не в жизни, не вообще его там руками еле сдвинуть куда-то можно. А веревка раз, потихоньку, постепенно, и вот оттуда притащил, из низины, в горку затащил. Но оно весит, ну не знаю, килограмм, наверное, 150 это бревно. Может 100 там. Ну, очень тяжелое. Это реально, не знаю сколько. Оно явно, ну, как минимум раза в 2 больше меня весит это бревно. Как минимум. Не знаю, трудно мне его вес оценить, но это вокруг 100 килограмм, я думаю, где-то крутится. Потому что вот я тащил его, всем весом налегал, оно даже с места не сдвигается. Надо именно вот рвануть как бы изо всей силы. И тогда оно там чуть-чуть проедет. Но это, можно сказать, практически, ну, не половина, наверное, ствола здоровой такой березы. Вот. В том-то и проблема многих людей, что вот приходят и говорят, нет дров, нет дров. А что значит нет дров? Они должны вот тут вот лежать, такие маленькие, все уже порубленные, все удобное. Нет. Нет, надо приложить какое-то к этому делу старание. Спилить, срубить там ее. Потом, если огромное, разделать на такие части, которые можно хоть как-то перемещать. Переместить сюда, на костре пережечь на вот метр, там чуть больше, такие обрубки. И тогда вот будут дрова, которые можно раз-раз подкладывать, там все готовить. Вот. А так, чтобы они просто валялись такие удобные, нет, так только бывает в тех местах, где мало людей. Тогда да, отходишь в лес, а там завал, каких хочешь, там вот один на другом, и просто выбирай там из тысячи вариантов самые какие наилучшие дрова. Но это в редко посещаемых местах такие бывают
ситуации. А тут нет, тут такого не бывает. Вот. А почему тут остаются вот эти вот здоровые? Потому что как люди приходят, ну, веточки собрали, какие-то костерчик такой маленький сложить, что-то такое туда-сюда, ну и все. А березу, чтобы спилить, дотащить, ну это, опять же, как тащить? Вот ее один человек ее без веревки не утащит. Вот хоть он лопнет. Вдвоем ее еще можно, ну, с очень большим трудом унести. Там реально такую штуку надо нести вчетвером. Тогда уже более... Но вчетвером это компания. Тут на этот остров такая компания, просто даже разместиться-то и негде будет. Если только все в одной палатке будут спать. Потому что тут места очень мало, на самом деле, пригодного под палатку. Вот, то есть очень часто бывает так, что дрова есть, но люди не могут их притащить к костру, не понимают, что можно из толстых стволов сделать, в общем-то, небольшой костер. И ищут какие-то там хворостины. Или пытаются что-то спилить, какие-нибудь даже сырые деревья, я видел, пилят. Ну, конечно, можно сжечь и сырые деревья, это не проблема. Но это очень плохая практика и не приветствуется. Грамотные туристы, походники, они только сухие используют деревья для костра. Ух, там бобры беснуются, бултыхаются в воде. Только сухие. Пилить зеленые деревья недопустимо. Это как бы варварство. То есть только в ситуации, если выбор между жизнью и смертью стоит, и вот никакого другого выбора нет, и надо вот это дерево спилить, то тогда надо, конечно. А если это просто развлекательное мероприятие, то сырые деревья пилить не надо. А сухие, ну да, сухие, что, пилить, валить и сжигать. Этим лесу помогать даже, потому что вот этот сухостой, это все источник пожара. Не должно быть сухостоя и валежника всякого. Вот это все не должно в лесу быть. Оттуда и пожар происходит лесной. То есть, по идее, это людям надо в обязанность вменить, устраивать костры. Чтобы шли в лес и выискивали там сухие деревья, дрова всякие, все это сжигали. Не то, что взять всем запретить в лес ходить, да, чтобы не было лесных пожаров. Ну хорошо, молния ударит, будет лесной пожар без людей. А наоборот, людей, какие в лес идут, их увещевать, говорить им, идете в лес, так возьмите да сожгите там хотя бы пару стволов. Ну, в безопасном режиме, конечно, не так, чтобы вместе со стволами лес сжечь, нет. Но опять же, вот сознательность людей. Ну, может, пойдут там, напьются все, ситуацию не контролируют, развели пионерский костер, подпалили лес, и все. И такие тоже есть ситуации. Не все как бы относятся с должным почтением к лесу. Вот. Ну, что говорить. Тут другой жизни, может, будет. А у нас все только вот так запрещать, в лес не ходить и тому подобное. Это все. И при этом там столько валежника сухого, что просто вот чихни и начнется бушевать пожар будет там. Вот, что интересно, сегодня была гроза, просто как-то молниеносно налетела, дождик такой, гром, и куда-то ушла. И потом там в той стороне зорницы, беззвучные такие вспышки в небе, а звука нет, грома. Ну, в июле бывает, вот так вот в августе, это тоже явление интересное. Каждый день хожу, смотрю небо, вот сейчас вот тоже пойду, посмотрю. Звезды, очень красиво, здесь наблюдать звезды здорово, потому что чистое небо, нет источников света.
Это настоящее наслаждение. Смотреть на звезды. Как кто-то там сказал, какой-то мыслитель, что есть звездное небо над головой и моральный закон внутри нас. Ну, может, как бы не везде есть моральный закон, но звездное небо над каждой головой точно есть. О, мир подтверждает. Thank you.